Глава 1176. Похищение. Боевой дядя Хань. Ты имеешь в виду, Му Пейлин запнулся, услышав это, и начал немного заикаться. Верно, я рассказывала о ней однажды, младшая боевая сестра Му. Госпожа Фиолетовая духовная фея однажды отправилась в эту долину с боевым дядей Ханем, и именно так они смогли наметить этот безопасный маршрут, ответила Сун Юй с улыбкой на лице. Я встречала госпожу Фиолетовую духовную один раз несколько десятилетий назад. Она действительно была восхитительной красавицей, даже такая женщина, как я, была очарована ее красотой. Я слышала, что многие выдающиеся культиваторы преследовали ее, и произошло много интенсивных сражений, поскольку они пытались конкурировать за нее. Некоторые даже называют ее самой красивой культиваторшей в небесном южном регионе. Однако эта женщина довольно таинственна, и мастер, казалось, очень рано познакомился с ней, так что она вроде как его близкое доверенное лицо. Ты должна быть осторожна, сестра Му. Лю Юй хихикнула в дразнящей манере. Му Пейлин слегка покраснела и усмехнулась. «Почему мне нужно быть осторожной?» Сун Юй заговорила с серьезным выражением на лице. «Хватит дразнить младшую боевую сестру Му. Давайте лучше вернемся к делу. Мы собираемся рискнуть войти во внутреннюю долину или нет?» Улыбки Му Пейлин и Лю Юй поблекли, и они переглянулись между собой с нерешительным выражением на лице. Старшая боевая сестра Сун, карта, которую фиолетовая духовная фея дала тебе, действительно верна маршруту, по которому когда-то прошел мастер. Если это так, то мы, конечно, можем попробовать. В конце концов, иллюзорная духовная трава духа очень важна для обеих, и я действительно не хочу возвращаться с пустыми руками, сказала Лю Юй, нахмурившись. Му Пейлин была довольно нерешительной, но в конце концов она поддалась искушению и вздохнула. И если мы только поищем траву рядом со входом во внутреннюю долину, тогда я тоже смогу пойти. Сун Юй кивнула, выразив осторожность. «Хорошо, теперь, когда все решено, похоже, что мы будем рисковать. Позвольте мне прояснить все заранее, хотя мы будем искать область только в нескольких сотнях километров от входа, и если мы все еще сможем найти иллюзорную духовную траву там, тогда мы немедленно выйдем из внутренней долины. Никому не позволено рисковать дальше. Таблетка важна, но не так важна, как наша жизнь. Конечно. Если мы рискнем войти глубже во внутреннюю долину, даже имея в своем распоряжении карту, это все равно было бы самоубийством для простых культиваторов формирования ядра, таких как мы. Я слышала, что во внутренней долине есть древние звери, с которыми даже культиваторы зарождающейся души не посмеют столкнуться в битве, с улыбкой сказал Лю Юй. Эти древние звери обычно прячутся в глубинах внутренней долины, поэтому с нами все будет хорошо, если мы останемся возле входа. Давайте не будем больше тратить время на слова. Мы уже потратили много времени здесь, поэтому нам нужно поторопиться, решительно сказала Му Пейлин. Две другие женщины тоже не хотели больше откладывать, и все трое полетели в определенном направлении в виде световых полосок. 5 дней спустя, на границе внутренней долины, посреди заснеженного пространства, появились 3 женщины. Недалеко от них был массивный ледяной кристалл, и они шли по тому же пути, по которому прошли Хань Ли с фиолетовой духовной феей, а также ученики секты духовного призрака много лет назад. 3 женщины активировали плотные световые барьеры вокруг своих тел, поэтому им не нужно было бояться жутких ледяных ветров в этой области. Поговорив тихо между собой некоторое время, 3 женщины поднялись всего на несколько десятков футов над землей, а затем медленно полетели вперед, не осмеливаясь ускориться в малейшей степени. Это царство льда и снега не было очень большим по площади, поэтому им потребовалось всего полдня, чтобы вылететь из этого региона, и перед ними предстала огромная гора. Все трое пришли в восторг при виде этого и разделились на поиски травы. Сутки спустя 3 женщины снова собрались на вершине горы. Посмотрев все еще раз, на их лицах появились кривые улыбки. Здесь, на горе, много духовных лекарств, которые нельзя найти во внешней долине, но здесь нет иллюзорной духовной травы, мрачным голосом сказала Лю Юй. То же самое и с моей стороны. Я не нашла иллюзорную духовную траву, но я собрала все ингредиенты, необходимые для другой таблетки, которую я пытаюсь сделать. По крайней мере, я не покину это место полностью с пустыми руками. Му Пейлин не знала, смеяться ей или плакать. Похоже, что в этом путешествии мы не найдем иллюзорную духовную траву. Давайте вернемся в секту, Сун Юй удрученно вздохнула. Давайте еще поищем. Возможно, мы могли пропустить некоторые места. Лю Юй не хотела сдаваться. Сун Юй покачала головой, сказав решительным тоном: «Хватит. Мы можем попасть в неприятности. Внутренняя долина слишком опасна, и даже если мы будем придерживаться только области около входа, мы не застрахованы от несчастных случаев. Мы не можем здесь долго оставаться, уходим».
На лице Лююй появилось раздражение, и она собиралась возразить, как внезапно вдали послышался оглушительный раскат грома. 3 женщины замешкались, услышав это, и одновременно повернулись к этому направлению. Впереди была темная масса густых облаков, быстро приближающаяся к ним с такой невероятной скоростью, что она расширялась в их поле зрения со скоростью, заметной невооруженным глазом. Темные облака то и дело грохотали и бурлили, создавая очень пугающее зрелище. 3 женщины, естественно, смогли определить, что что-то не так с этой массой темных облаков, и Сун Юй немедленно воскликнула: «Плохо. Что-то не так с этими облаками. Это может быть древний зверь». Поэтому все 3 сразу же прыгнули в воздух и полетели в том направлении, откуда они вошли. Грохочущее существо в темных облаках, казалось, заметило 3 женщин и ускорилось еще больше, словно бросилось к ним. В то же время изнутри разразился холодный хохот. Это не древний зверь, кажется, это культиватор дьявольского да. Корни Лююй принадлежали дьявольскому да, поэтому она сразу же смогла определить, что это были за темные тучи, услышав холодный хрип. Независимо от того, что это такое, у него определенно нет к нам никаких добрых намерений. Мы не можем вступить в прямую битву. При виде приближающихся темных облаков Сун Юй заволновалась. Она поспешно похлопала по сумке для хранения, свисавшей с ее пояса, и в ее руке появилась белая бусина. Затем она начала что-то петь, и бусина качнулась, превратившись в клубок белых облаков и тумана, окутавший их 3 внутри. Белое облако вздрогнуло, а затем взлетело в воздух, как падающая звезда, летя со скоростью, не уступающей скорости темных облаков позади них. «Вы смеете использовать эти жалкие уловки против меня?» Из темных облаков раздался жуткий голос. Затем облако рухнуло, превратившись в массивную черную руку. Рука исчезла во вспышке, превратившись в полоску черного света длиной более 100 футов. Его скорость также резко возросла, и всего через несколько мгновений она почти догнала 3 женщин. Позади нас — это дьявольский культиватор зарождающейся души. Мы должны придумать, как ему помешать, раздался голос Сун Юй из белого облака. Я выпущу своих духовных насекомых. Даже если мне придется пожертвовать своими многоножками, я должна попытаться остановить его, предложила Лююй. Как только ее голос понизился, 7 или 8 белоснежных многоножек длиной около половины фута вырвались из белого облака, бросившись на преследующий их черный свет. Ха! Шестикрылые ледяные многоножки. Ха-ха, не ты ли это, Лююй, ты маленькая дурочка? Ты пытаешься использовать этих маленьких жуков, чтобы задержать меня. Человек в черном свете начал смеяться от удовольствия. Несколько тонких черных усиков внезапно вырвались изнутри черного света, мгновенно пробив тело многоножек. Между тем, одна из полосок черного света обогнула многоножку без каких-либо пауз или колебаний. Многоножки были полностью неподвижны, паря в воздухе. Через мгновение они были полностью охвачены черным пламенем и сожжены в ничто. Шестикрылые ледяные многоножки были совершенно не способны противостоять этому своеобразному черному пламени. 3 женщины в белом облаке пришли в ужас при виде этого. В частности, Лююй была ошеломлена больше всех. Она не знала, кем был этот дьявольский культиватор, и его голос звучал для нее очень незнакомо, но он каким-то образом сумел выяснить ее личность, просто увидев ее многоножек. Черная полоска света была слишком быстрой, и до того, как 3 женщины смогли придумать новую стратегию, чтобы ее остановить, она уже была рядом с ними. Она сделала круг в воздухе, а затем снова превратилась в массивную черную руку, без каких-либо ограничений потянувшись к белому облаку. 3 женщины закричали в унисон, и из облака одновременно вырвалось 3 меча, длинная алебарда и скипетр. Черный свет вспыхнул на поверхности массивной руки и схватил все эти сокровища. Когда он снова раскрыл пальцы, все сокровища исчезли. Однако в эту долю секунды белое облако внезапно взорвалось, и 3 световых полосы разлетелись в разные стороны. 3 женщины разделились так, что, по крайней мере, не все из них будут обречены. Однако в следующее мгновение произошло нечто неожиданное. Огромная полоска черного света внезапно вырвалась из массивной руки, схватив сразу всех 3 женщин и таща их назад, несмотря на то, что они все летели в разных направлениях. Таким образом, массивная черная рука схватила всех 3 сразу. 3 женщины были ошеломлены и испуганы, и защитный духовный свет отчаянно вспыхнул над их телами, пытаясь освободиться изо всех сил. Однако прямо в этот момент послышалось холодное хмыканье. Всплески черной ци вырвались из массивной руки прямо в лицо 3 женщинам, и все 3 сразу же потеряли сознание. Только тогда черная рука освободила 3 женщин и превратилась в огромное пространство черной ци. Черная ци сошлась к центру, формируя высокую и широкую человекоподобную фигуру.
Все тело человекоподобной фигуры было абсолютно черного цвета, но его глаза сверкали мучительным зеленым светом. Черная фигура посмотрела на 3 женщин и хихикнула. Кто бы мог подумать, что это окажутся эти 3. Хорошо, что я смог поймать их, тогда этот мужчина будет еще более настороженно относиться ко мне. Хе-хе, все 3 эти женщины тесно связаны с тобой. Ты, вероятно, не будешь жертвовать собой, чтобы спасти их, но я уверен, что смогу немного разозлить тебя. Через неопределенное время Сун Юй, которая была самой сильной среди 3 женщин, очнулась первой. Она оглянулась и обнаружила, что лежит на холодной земле с каменными колоннами, которые сверкают белым светом вокруг нее. Ее сердце задрожало от шока, и она немедленно села. В то же время она сделала печать заклинания руками, пытаясь высвободить свой защитный духовный свет. Однако Сун Юй вскрикнула от удивления и снова упала на землю. Глава 1177. Вторая зарождающаяся душа и высший дьявольский труп. Я уже наложил на тебя ограничения, поэтому даже не думай об использовании своей магической силы. Теперь ты ничем не отличаешься от смертных. Внезапно раздался ленивый голос, привлекший внимание Сун Юй. В углу пещеры сидела со скрещенными ногами высокая и широкая тень. Казалось, тень сидела совершенно неподвижно, поэтому Сун Юй сначала не заметила ее. Почти в тот же момент она обнаружила, что действительно не может использовать свою магическую силу. Казалось, что на нее действительно было наложено мощное ограничение, и ее сердце ушло в пятки от этого открытия. «Кто ты? И почему ты схватил нас?» Сун Юй оглянулась и увидела, что Му Пейлин и Лю Юй лежали на земле рядом с ней. Несмотря на то, что они оба были без сознания, они выглядели практически невредимыми, и женщина была рада увидеть это. «Хе-хе, не думал, что смогу встретить вас 3 во внутренней долине. Вам остается винить только свою ужасную удачу за то, что натолкнулись на меня и сделали это прямо в тот момент, когда вы 3 могли оказаться полезными для меня. Боевая племянница Сун, если вы 3 останетесь здесь, не пытаясь сбежать, используя какие-либо махинации, я не причиню вреда никому из вас. Однако, если вы попытаетесь сбежать, пеняйте на себя». Человекоподобная фигура угрожала холодным голосом. Сун Юй слегка запнулась, услышав это. Боевая племянница. Не припомню, чтобы в нашей секте был такой старший, как вы. Вы, должно быть, ошиблись, старший. Неудивительно, что ты не узнаешь меня. Все, что тебе нужно знать, это то, что ты моя боевая племянница. Как поживает эта маленькое отродье, фиолетовая духовная фея? Спросила человекоподобная фигура. Вы знаете фиолетовую духовную фею? Кто вы? Тревожно спросила Сун Юй. Мне просто показать тебе, кто я, пробормотала человекоподобная фигура, а затем внезапно встала на ноги и направилась прямо к Сун Юй. Через несколько шагов человекоподобная фигура вышла из тьмы и предстала перед глазами Сун Юй. На нем были длинные черные одежды с черепами на плечах. Из его рта торчала пара больших клыков, производя жуткое впечатление. Кроме того, одна из рук мужчины, казалось, была сделана из мерцающего металла, что также очень пугало. Сун Юй, подавив ужас и отвращение в своем сердце, спросила: «Кто вы? Я определенно не встречал вас раньше». «Правда. В моем нынешнем состоянии неудивительно, что ты меня не узнаешь», спокойно сказала фигура в черной мантии. Однако в его глазах неожиданно появилось странное выражение, и она повернулась к Сун Юй. Когда их взгляды встретились, Сун Юй внезапно почувствовала знакомое чувство, и ей вдруг пришла в голову мысль. Вы. Это невозможно!» Воскликнула Сун Юй. «Наконец-то ты меня узнала. Не беспокойся, нынешний я еще не тот человек. Однако скоро я стану им». Фигура в черном жутко хмыкнула, его тело покачивалось, и он сел на свое первоначальное место со сложенными ногами, больше не обращая внимания на Сун Юй. В глазах Сун Юй было неверие, и в ее сердце бушевали волны шока. В ее голове появилась фигура юноши, которая в сочетании с этой фигурой в черной мантии снова распалась на 2 части. Неужели этот человек действительно был боевым дядей Ханем? Но он явно не выглядел так в прошлом. Неужели что-то случилось с ним во время его путешествия, поэтому он был вынужден воскресить через одержимость? Но и этого не может быть. Несмотря на то, что ее боевой дядя находился только на средней стадии зарождающейся души, его боевое мастерство не уступало культиваторам на поздней стадии. Так что же могло довести до такого плачевного состояния? Кроме того, даже если его тело действительно было уничтожено, а его зарождающаяся душа была вынуждена завладеть новым сосудом, почему он не вернулся в секту, чтобы отдохнуть и поправиться? Почему он вместо этого спрятался в этой долине падения демонов, и почему он напал на 3? Что вы имеете в виду?
Сун Юй была чрезвычайно умной женщиной, но даже ее мозг не успевал за происходящим. Человек в черном халате неожиданно открыл глаза и проворчал: вы двое явно проснулись, так почему вы продолжаете притворяться без сознания?» Сун Юй слегка запнулась, услышав это, и с восторгом взглянула очнувшуюся Му Пейлин. «Вы не мой мастер, вы его вторая зарождающаяся душа. Как вы смогли вырваться из-под контроля моего мастера и обрести собственную разумную волю? Где сейчас мой мастер?» Хотя ее слова были резки, по тону можно было судить, что она была в ужасе. «Ты права, младшая боевая сестра Му, этот человек действительно является вторым воплощением, которое усовершенствовал мастер». Внезапно испуганным голосом заговорила Лю Юй. Она также не могла поверить своим глазам. Сун Юй повернулась и обнаружила, что обе женщины рядом с ней сидели, а Лю Юй прижала ладонь к лицу, что были видны только ее глаза. Му Пейлин пристально посмотрела на темную фигуру и сказала: «Я не знаю подробностей, но я слышала, что мой мастер культивировал чрезвычайно редкую секретную технику, которая могла позволить ему материализовать вторую зарождающуюся душу. Однако это чрезвычайно опасная техника, и тот, кто использует эту технику, с легкостью может получить обратную реакцию от второй зарождающейся души после того, как она достигнет собственной разумной воли». Сун Юй и Лю Юй переглянулись между собой, услышав это. «Я удивлен, что ты смогла узнать меня. Я помню, ты та девушка, о которой однажды мне рассказывала Серебряная Луна. В любом случае, я не планирую ничего скрывать. Я действительно когда-то был второй зарождающейся душой этого человека, но после того, как я поглощу его душу, он будет мной, а я буду им. Вы трое должны остаться здесь и не пытаться сбежать. Если все пройдет гладко, тогда я всех вас отпущу. Это очень секретное место во внутренней долине, и даже если этот человек будет искать вас лично, он никак не сможет найти его», — охотно признался мужчина в черном. Он был никем иным, как второй зарождающейся душой Ханьли, пропавший без вести во время битвы с великим бессмертным парящего племени. В то время зарождающаяся душа была тяжело ранена великим бессмертным и чуть не была полностью уничтожена. Однако она культивировала высшую инскую дьявольскую ци, который наградил ее Ханли, что активировало защитную способность призрачного флага, в котором была дьявольская ци тысячи глубин. Таким образом, зарождающаяся душа была втянута во флаг, где чистая дьявольская ци была введена в нее как часть неотложной терапии. Если бы Ханьли не был слишком далеко от зарождающейся души, как только вторая зарождающаяся душа бы пробудилась, она автоматически вернулась бы на сторону Ханьли. Однако Ханьли также был тяжело ранен в то время и был вынужден запечатать себя во льду, дрейфуя до великого Цзиня. Таким образом, после того, как вторая зарождающаяся душа была полностью исцелена, она не смогла найти Ханьли и начала бродить по лугам. Приблизительно 2 или 3 десятилетия спустя она, наконец, выработала намек на разумную волю и немедленно вернулся в Великий Цзинь. Затем она отправилась в долину падения демонов и с легкостью нашла высший дьявольский труп, который, как зомби, бродил во внутренней долине. Несмотря на то, что дьявольский труп был серьезно поврежден высшим демоном, постепенно он смог прийти в прежнее состояние. Тем не менее, он двигался совершенно инстинктивно, когда потерял управление Ханьли. Однако даже через несколько столетий труп бы не смог обрести собственную волю. Однако, когда его обнаружила вторая заражающаяся душа, она использовала ограничение, которое в прошлом наложил Ханьли, и с легкостью захватила дьявольский труп и поглотила зачатки сущности внутри него. Вот почему вторая зарождающаяся душа не овладела каким-либо другим культиватором, а вместо этого отправилась прямо в долину падения демонов, и в конце концов, было бы очень трудно обладать телом культиватора зарождающейся души, и был хороший шанс, что роли поменяются местами, и жертва убьет охотника. У этого дьявольского трупа была сила культиватора зарождающейся души, но у него не было никакой разумной воли, поэтому он был идеальной целью одержимости. Вот почему вторая зарождающаяся душа искала его без каких-либо колебаний. Возрождающаяся душа использовала оставшуюся дьявольскую ци, оставленную телом высшего демона в пространственном разломе, а затем использовала трупную ци высшего дьявольского трупа в качестве основы и подчинила мощь флага рассеивания призраков, что позволило ей культивировать большую часть высшей инской дьявольской ци всего за несколько десятков лет. Таким образом, она смогла достичь средней стадии зарождающейся души. После этого она обнаружила несколько сокровищ в секретных локациях долины и усовершенствовала их, готовясь к выходу из долины, и как раз в этот момент она наткнулась на трио Му Пейлин. Изначально он не знал, кем были эти 3 женщины в долине, а просто решил поохотиться на них. Однако из-за того, что он культивировал высшую инскую дьявольскую ци, затем получил инъекцию чистой дьявольской ци и, наконец, поглотил сущность высшего дьявольского трупа, эта зарождающаяся души стала совершенно отличной от Ханьли. Она была чрезвычайно агрессивной и злобной и сразу же атаковала этих 3 культиваторов формирования ядра. С одной стороны, их убийство полностью уничтожило бы любую возможность раскрытия их местонахождения кому-либо, а с другой стороны, это было бы хорошим способом проявить свою агрессивность.
Однако, проанализировав воспоминания Хань Ли, вторая зарождающаяся душа смогла узнать 3 женщин, и после непродолжительного колебания она передумала. Вместо того, чтобы убивать их, она схватила их и установила ограничения, чтобы задержать их здесь. Му Пейлин собралась с духом и спросила, «Как долго вы планируете держать нас в плену?» Причина, по которой она смогла сразу же узнать эту вторую зарождающуюся душу, заключалась в том, что, когда Серебряная Луна дала ей таблетки, она также дала Му Пейлин безымянный нефритовый кулон, который она всегда должна была носить с собой. Тогда Серебряная Луна спрятала пучок ауры второй зарождающейся души в этом кулоне, позволив тем самым держателю кулона обнаружить присутствие второй зарождающейся души в непосредственной близости. Му Пейлин всегда была озадачена тем, почему Серебряная Луна сделала это, но теперь внезапно поняла причину этого. Скорее всего, она ожидала, что вторая зарождающаяся душа выйдет из-под контроля Хань Ли и дала ей этот нефритовый кулон, чтобы избежать бед в будущем. Таким образом, она смогла использовать это сокровище, чтобы сразу определить, кто был их похитителем. Услышав вопрос Му Пейлин, фигура в черном халате холодно посмотрела на нее и ответила, «Конечно же, до тех пор, пока в этом мире останется только один Хань Ли». Разобравшись с ситуацией, Сун Юй также пришла в себя и спросила спокойным голосом, «Обладая способностями боевого дяди и уровнем культивации, вы действительно думаете, что у вас есть шанс?» «Нынешний я действительно ему не соперник, но у меня есть все шансы сбежать, сохранив мою жизнь. Кроме того, если вы втроем будете в плену, он будет намного осторожнее, так что это дает мне даже больше шансов. Что касается того, как я смогу его убить, вам не о чем беспокоиться», усмехнулся человек в черной мантии, но не ответил на вопрос. Тогда Лю Юй как раз собиралась что-то сказать, но фигура в черном внезапно перебила ее. «Хорошо, я знаю, что вы втроем замышляете, но лучше вам забыть об этом. Единственный сценарий, в котором вы сможете выйти отсюда, это когда я поглощу душу этого человека, или он сотрет мою разумную волю и снова превратит меня в свою вторую зарождающуюся душу. А пока всем троим следует просто немного вздремнуть». Фигура в черном неожиданно сделала печать заклинания и начала что-то петь. Духовный свет всех цветов внезапно замерцал вокруг 3 женщин, и появились большие полосы черной ци. Только тогда все 3 обнаружили, что они находятся в центре массивной формации. Все 3 были окутаны плотной черной ци и упали без сознания. Только тогда сидевшая в углу фигура в черном халате остановила пение и убрала печать заклинаний. Однако, глядя на черную ци, в его глазах засиял сложный свет сомнений. Глава 1178. Громоподобная репутация в небесном южном регионе. Месяц спустя, в зале Сюаню секты Великой Истины, самопровозглашенной праведной сектой номер 1 в небесном южном регионе, стоял пожилой даосский священник с довольно молодыми чертами лица, хотя волосы и борода были полностью белыми. Он, нахмурившись, смотрел на белую нефритовую пластинку, и в его глазах блестел нерешительный взгляд. Некоторое время спустя он тяжело вздохнул и крикнул: «Войдите!». Как только он сказал это, в зал вошли 2 других даосистов. 2 даосиста стадии заложения основ поклонились и спросили, что мы можем сделать для вас, мастер секты. Даосский священник вручил нефритовую пластинку с серьезным выражением и отдал приказ: «Отправьте это приглашение в Золотую Радужную долину. Передайте им, что в государстве Си появился 4-й великий культиватор и что секта дрейфующих облаков разослала приглашение на их праздничную церемонию. Спросите великого старейшину, собирается ли он присутствовать на церемонии лично или другие старшие должны лететь вместо него». Даосисты изменились в лице, услышав это, но почтительно ответили: «Да, мастер секты. Мы обязательно доставим сообщение». Затем они забрали нефритовую пластинку и покинули зал в виде 2 полосок света. Небесный Яньский пруд — запретная зона секты гармоничной связи. Это был не очень большой пруд, всего несколько тысяч футов в размере. Однако пруд был покрыт густым туманом круглый год, и никому не позволялось войти в туман без разрешения, даже старейшинам этой секты. Обычно в радиусе 10 километров вокруг небесного Яньского пруда почти не было людей. Однако в этот момент на расстоянии более 100 футов от тумана стояли 6 культиваторов. Все они были в разных нарядах, среди них были и мужчины, и женщины, но их объединяло то, что все они молча смотрели на туман перед собой. 4-й великий культиватор. Брат Хань довольно быстро прогрессирует в своей культивации. Я знал, что он рано или поздно достигнет этой точки, но не думал, что он поднимется на высоту всего за столетие. Раз так, похоже, мне придется лично присутствовать на этой праздничной церемонии. Из тумана раздался слабый вздох. Культиваторы за пределами тумана продолжали стоять на месте, и ни один из них не осмелился сказать что-либо в ответ. На одном из островов Семи Духов у края обрыва стоял пожилой человек в лазурном одеянии. Его руки были сложены за спиной, и он спокойно посмотрел через бескрайний океан.
Однако в одной из его рук была белая нефритовая пластинка, переливающаяся слабым духовным светом. В павильоне государства Бейлин в горах драгоценных камней напротив полного пожилого человека сидел человек с утонченными чертами лица. Оба они сидели на деревянных стульях. Пожилой мужчина осторожно спросил: «Старший Ву, вы будете лично присутствовать на праздничной церемонии секты дрейфующих облаков?» Этот человек достиг поздней стадии зарождающейся души в столь юном возрасте, и с оставшейся продолжительностью жизни он сможет стоять на вершине небесного южного региона еще 7-8 веков. Если мы установим с ним хорошие отношения, тогда нашим 6 сектам не о чем беспокоиться. Что ты предлагаешь, боевой племянник Лей? Ты захватил секту, поэтому хочешь пригласить его в свою долину? Равнодушно спросил мужчина. Вы неправильно меня поняли, старший. С его нынешним высоким статусом, разве он захочет вернуться в жалкую долину Желтого Клена? Однако у него есть некоторые связи с нашей долиной, и если мы сможем укрепить эти связи, это, несомненно, будет выгодно для наших 6 сект. Мужчина на мгновение замолчал, а затем сказал равнодушно: «Не жди, что я смогу внести свой вклад в этот вопрос. Однажды я был довольно близок с младшей боевой сестрой Наньгун, но я не связывался с ней с тех пор, как она ушла с этим человеком. Однако я буду представлять секту маскирующей луны на этой церемонии. Было бы здорово, если бы вы захотели совершить поездку лично, старший Ву». Пожилой мужчина был в восторге, услышав это. Неудивительно, что твоя долина Желтого Клена так нервничает из-за этого человека. С тех пор, как скончался господин Даосист Линху, в твоей долине не появилось нового культиватора зарождающейся души. Если бы не тот факт, что однажды господин Даосист Линху заключил с этим человеком соглашение и уведомив об этом наши 5 сект, твоя долина Желтого Клена, скорее всего, уже была бы изгнана из государства Бейлян, усмехнулся мужчина. Я прошу прощения за нашу некомпетентность, старший. Услышав это, на лице пожилого человека появилось неловкое выражение. В течение 2 месяцев во всем небесном южном регионе бурлили новости. Все секты культивации приличного статуса во всем небесном южном регионе получили приглашение от секты дрейфующих облаков. Они утверждали, что один из их старейшин достиг поздней стадии зарождающейся души, и они проводили грандиозную церемонию, чтобы отпраздновать это событие. Вот почему были разосланы эти приглашения. В приглашении было неясно, о каком именно старейшине шла речь, но Хань Ли давно зарекомендовал себя как культиватор номер 1 в небесном южном регионе на поздней стадии зарождающейся души, поэтому догадаться было несложно, что Хань Ли должен быть тем старейшиной. Таким образом, все секты были взбудоражены. Некоторые из сект были в восторге и сразу же согласились посетить церемонию. Некоторые крупные секты с подозрением относились к подлинности этих новостей, но также согласились послать хотя бы одного старейшину для участия в церемонии. Таким образом, имя Хань Ли снова потрясло весь небесный южный регион. Независимо от того, был ли кто-то странствующим культиватором, который жил в уединении в течение многих лет, или членом известной секты, весьма вероятно, что они услышали имя Хань Ли в тот или иной момент. Все горячо обсуждали 4-го великого культиватора в небесном южном регионе, который в столь юном возрасте поднялся на позднюю стадию зарождающейся души. Через 3 месяца состоялась церемония в секте дрейфующих облаков. Присутствовало более 100 культиваторов зарождающейся души и в несколько раз больше культиваторов формирования ядра, которые также прибыли в горы мечтательных облаков. Звезда шоу Хань Ли появился ненадолго в первый день церемонии и произнес простую речь, пригласив дюжину или около того старейшин со всех сект, которые были на стадии зарождающейся души, на небольшое собрание в главном зале секты дрейфующих облаков. Среди них были 2 великих культиватора на поздней стадии зарождающейся души, а именно, старый дьявольский конкорд секты гармоничной связи и Вэй Вуэ из секты блуждающего разума. После 3 дней и 3 ночей все эти культиваторы зарождающейся души, наконец, вышли из зала. У всех были испуганные выражения на лицах, и даже у Вэй Вуэ и старого дьявольского конкорда также были напряженные выражения на лицах. Некоторые из культиваторов, присутствовавших на церемонии, естественно, заметили это и попытались выяснить, что произошло во время собрания. Однако культиваторы зарождающейся души либо молчали с кривыми улыбками на лицах, либо качали головами с испуганными выражениями, либо полностью игнорировали задаваемые им вопросы. От этого любопытство других культиваторов только возросло. Церемония длилась полмесяца, в течение которого Хань Ли больше не появлялся. К всеобщему удивлению, дюжина или около того самых могущественных присутствующих культиваторов зарождающейся души не были оскорблены этим, и как только церемония подошла к концу, все они покинули секту дрейфующих облаков, словно убегали от чего-то чрезвычайно страшного. Таким образом, всем оставшимся культиваторам было еще более любопытно, что произошло в этом зале. Что могло удивить стольких могущественных культиваторов зарождающейся души до такой степени,
Несмотря на то, что ни один из культиваторов зарождающейся души не желал раскрывать какую-либо информацию тем, кто присутствовал на церемонии, у всех из них было несколько близких друзей и родственников, которым они также рассказывали о ситуации. Таким образом, новость, которую все страсть как хотели услышать, в конце концов просочилась. Однако содержание новостей снова потрясло весь небесный южный регион. Выяснилось, что этот новый великий культиватор секты дрейфующих облаков бросил вызов Вэй Вуе и старому дьявольскому конкорду на спарринг-матче во время небольшой встречи. Это была вполне нормальная просьба. В конце концов, этот старейшина Хань только что достиг поздней стадии зарождающейся души, поэтому он воспользовался этой возможностью, чтобы проверить свои способности, а также запугать всех остальных культиваторов на средней стадии зарождающейся души. Однако для всех стало неожиданностью то, что он бросил вызов Вэй Вуе и старому дьявольскому конкорду. Кроме того, результат спарринг-матча заставил всех удивиться еще больше. Хань Ли раскрыл несколько невероятных техник и собрал несколько невероятно могущественных сокровищ, с легкостью победив двух великих культиваторов. Вэй Вуе и старый дьявольский конкорд стояли на вершине небесного южного региона в течение нескольких сотен лет, но даже после объединения сил Хань Ли по-прежнему с легкостью победил их, и оба они получили некоторые травмы во время спаррингового матча. Еще более удивительным для всех было то, что свидетели поединка считали, что Хань Ли, похоже, даже не раскрыл все свои трюки в рукаве. Все культиваторы зарождающейся души потеряли дар речи. В оставшееся время Хань Ли провел беседу со всеми культиваторами зарождающейся души об опыте культивации и прозрениях. Однако все они чувствовали, что все время сидели на ложе из гвоздей, и последнее, чего они хотели, это остаться в присутствии Хань Ли дольше. Таким образом, все они покинули главный зал по окончании 3 дней, выглядя так, как будто они только что видели призрака. Эта удивительная новость распространилась как лесной пожар, и, естественно, большинство людей не верили, что это правда. Однако новости продолжали распространяться, и все культиваторы зарождающейся души, присутствовавшие во время спарринг-матча, предпочли хранить молчание, и ни один из них не выступил вперед, чтобы опровергнуть эти заявления. Только тогда все поняли, что эта новость действительно может быть правдой, и весь небесный южный регион был абсолютно ошеломлен. После этого любой, кто обсуждал какую-либо тему, касающуюся Хань Ли, говорил тихими голосами, независимо от того, где они были и с кем разговаривал, и они не осмеливались выражать даже легкое неуважение к Хань Ли своими словами. Таким образом, репутация Хань Ли как культиватора номер 1 в небесном южном регионе постепенно начала распространяться. В воздухе над морем, недалеко от 7 духовных островов, даосистский священник средних лет издалека смотрел на пожилого человека в лазурной мантии. У них обоих были мрачные выражения на лицах. Через некоторое время пожилой человек в лазурной одежде зашевелился, нарушая тишину. «Почему ты внезапно пришел сюда и пригласил меня в это место с помощью голосовой передачи, брат Сундада? Ты здесь не для того, чтобы бросить мне вызов на зрелищный конкурс. Если тебе есть что сказать, просто скажи это». Этот пожилой человек в лазурном одеянии был никем иным, как одним из 3 великих культиваторов Вэй Вуе. «Брат Вэй, почему ты задаешь вопрос, на который ты уже знаешь ответ? Ты не можешь догадаться, почему я пригласил тебя встретиться со мной здесь?» Спокойно спросил даосский священник средних лет. «Хе-хе, похоже, после того, как ты услышал новости, ты не можешь больше сидеть на месте, брат Сун», с насмешкой сказал Вэй Вуе. На лице даосского священника появилось серьезное выражение, и он спросил, значит ли это, что слухи правдивы? «Ты и старый дьявольский конкорд действительно оказались в невыгодном положении в битве с этим человеком?» Глава 1179. Усовершенствование крыльев. Вэй Вуе прищурился и спросил, «Мы оказались в невыгодном положении. Даже ты думаешь, что это правда? Что ты имеешь в виду? Неужели ты и конкорд действительно не смогли победить этого Ханя?» Воскликнул мастер Сун. «Ты переоцениваешь меня, брат Сун». «Даже объединившись, мы продержались недолго», мрачным тоном ответил Вэй Вуе. «Это невозможно. Неважно, насколько могуществен этот брат Хань, он все еще новый культиватор на поздней стадии зарождающейся души. Это было бы необычно, если его боевое мастерство было немного выше одного из нас. Как могло случиться, что вы вместе не смогли победить его?» Мастер Сун яростно покачал головой, отказываясь в это верить. В глазах Вэй Вуе вспыхнуло испуганное выражение, и он сказал, «Мне неприятно признавать, что мы вместе с конкордом не ровня новому великому культиватору. Какая мне причина лгать тебе? Кроме того, ты можешь просто смеяться надо мной, но я не боюсь тебе сказать, что этот человек невероятно силен. На первый взгляд, мы потерпели полное поражение, но он даже не использовал всю свою силу. Если бы захотел, он мог убить конкорда и меня прямо здесь и сейчас». Мастер Сун остолбенел, услышав это.
Конечно, если ты мне не веришь, можешь сам отправиться в секту дрейфующих облаков и бросить ему вызов. Хе-хе, ты проделал весь этот путь сюда из секты Великой Истины, поэтому я полагаю, что именно это ты планируешь сделать, с холодной улыбкой на лице сказал Вэйвуэ. Мастер Сун изменился в лице, услышав это, но стал опровергать это предположение, указывая на то, что Вэйвуэ действительно был прав. На твоем месте я бы избавил себя от унижения. В любом случае, я все равно достиг конца своей жизни, так что независимо от того, насколько могуществен этот брат Хань, для меня это не имеет значения. Однако, ты и старый дьявольский конкорд, скорее всего, будете рядом еще много лет, поэтому я бы посоветовал вам не переходить ему дорогу, спокойно сказал Вэйвуэ. Что? Ты достиг конца своей жизни, брат Вэй? Мастер Сун слегка запнулся, а на его лице появилось потрясённое выражение. Верно. Я достиг стадии зарождающейся души на 200 лет раньше, чем вы двое, поэтому вполне естественно, что я буду опережать вас двоих. Вероятно, это произойдет когда-нибудь в течение следующих нескольких лет. У Конкорда еще есть время, и, возможно, у вас двоих есть шанс достичь стадии божественной трансформации. На лице Вэйвуэ появилось слегка удрученное выражение. Брат Вэй, ты, мастер Сун, хотел что-то сказать, но не знал, что в результате он замялся со сложным выражением на лице. Независимо от того, насколько сильными мы становимся, все будет кончено, пока мы не достигли великого Даа. Брат Сун, мы с тобой знакомы много лет, и я бы посоветовал тебе послушать меня в последний раз. Не вмешивайся в дела небесного южного региона. Сосредоточься на своей культивации и ни о чем больше не думай. Не будь таким, как я, глупым стариком, который может только ждать объятий смерти. Когда я умру, даже если ты объединишь силы со старым дьявольским конкордом, вы все равно не сможете победить этого Ханя. В этом случае ты также можешь отказаться от звания секты номер 1 в небесном южном регионе и полностью похоронить свои амбиции. В любом случае, для секты нормально, когда периоды процветания перемежаются с менее гламурными отрезками. Если ты сделаешь это, я уверен, что брат Хань не будет настаивать на том, чтобы выследить тебя и брата Конкорда. Тогда ты сможешь сосредоточиться на достижении стадии божественной трансформации, призвал Вэйвуэ. Спасибо за совет, брат Вэй, я обязательно приму его к рассмотрению. Слова Вэйвуэ были чрезвычайно искренними, и даже мастер Сун почти поддался на искушение следовать его совету. Хорошо, я сказал, что все, что нужно, прислушаешься ты к моему совету или нет, зависит только от тебя. Сейчас я возвращаюсь на остров. Скорее всего, это наша последняя встреча. Вэйвуэ сжал кулак в знак приветствия, и, прежде чем мастер Сун успел что-то сказать, он улетел назад к 7 духовным островам. Мастер Сун остался на месте с созерцательным выражением лица. Через некоторое время он, наконец, слегка вздохнул и тоже полетел вдаль в виде полоски белого света. Он летел прямо в направлении государства Си, он все же хотел лично засвидетельствовать силу Ханьли, прежде чем принять решение. Если этот новый великий культиватор действительно был таким грозным, как ходили слухи, он немедленно прислушался бы к совету Вэйвуэ и ушел в уединение, чтобы попытаться достичь стадии божественной трансформации. Месяц спустя еще одна новость начала распространяться по всему небесному южному региону. Говорилось, что мастер Сун лично посетил секту дрейфующих облаков и покинул ее через полдня. После своего возвращения в секту Великой Истины он неожиданно объявил, что уходит в уединение на неопределенный период времени. Эта новость, естественно, вызвала дальнейшие спекуляции в сектах небесного южного региона. Однако в этот момент даже самые недалекие культиваторы поняли, что великий старейшина секты Великой Истины не смог одержать победу над Ханьли. В противном случае, почему он проявил такую слабость, как только вернулся в свою секту? Таким образом, репутация Ханьли как культиватора номер 1 в небесном южном регионе укрепилась. Влияние секты дрейфующих облаков также начало резко расширяться, и за короткий промежуток времени в несколько месяцев они захватили большую часть государства Си. Все другие секты культивации в государстве Си должны были либо уступить им, либо восстановить свои секты в другой стране. Из-за того, что секта Древнего Меча и Павильон Сотен Возможностей также были расположены на горах Мечтательных Облаков, они были избавлены от этого процесса ассимиляции и также сумели расширить свои силы. Однако они фактически стали дочерними сектами Великого Колосса, которым стала секта Дрейфующих Облаков, и они постоянно грелись в смеси боли и удовольствия. В пещере, находящейся в соединенных друг с другом вершинах секты Дрейфующих Облаков, Ханьли сидел, плотно закрыв глаза и сложив ноги в секретной комнате. На земле была высечена массивная формация, в центре которого витала пара белоснежных крыльев. На их поверхности непрерывно вспыхивали дуги серебряной молнии, но в то же время они были окутаны клубком лазурного и белого пламени. С каждым поворотом на поверхности крыльев появляются плотные слои рун. Ханьли делал печати заклинаний, активируя формацию заклинания, которая высвобождала лазурные и белые столбы огня, очищавшие крылья.
Через неопределенный промежуток времени Хань Ли убрал ручные печати и открыл глаза. Он посмотрел на крылья, медленно вращающиеся в пламени, и указал пальцем на них. Крылья сразу вздрогнули, а изнутри вспыхнул лазурный свет. Серебряные дуги молнии побежали по их поверхности с мощным грохотом. Однако брови Хань Ли были слегка нахмурились от недовольства. После короткой паузы он внезапно открыл рот и выпустил маленький лазурный котел. Котел развернулся в воздухе и приземлился на землю перед ним. Что опять? Я уже не раз рассказывал тебе о технике усовершенствования, из котла послышался голос. Он был очень нежным, но используемый тон звучал зрело и измученно, что создавало довольно забавный контраст. Однако Хань Ли совсем не удивился и сказал холодным голосом: «Я уже внедрил перо Кунпена в грозовые крылья в соответствии с твоей техникой усовершенствования. Теперь они могут использовать духовную силу элемента ветра, но он также силен, как и копия духовного сокровища, подобного вееру трех огней. Крылья далеко не так сильны, как ты мне об этом рассказывал. Ты намеренно мне солгал». Лицо Хань Ли было очень мрачным. «Это невозможно. Перо Кунпен — необыкновенное сокровище. Как оно могло привести к такому минимальному эффекту улучшения? Да мне взглянуть на грозовые крылья, которые ты начал усовершенствовать». Духовный свет замерцал на крышке котла, и оттуда появилась человекоподобная фигура. Это была проекция, материализованная бесконечным небесным зверем. Хань Ли ничего не сказал, махнув рукой в направлении крыльев. Грозовые крылья вырвались полосой лазурного и белого света, а затем зависли над головой маленького ребенка. Ребенок смотрел на крылья, не моргая. Выражение его лица время от времени менялось, когда он делал определенные наблюдения, и только спустя долгое время он закрыл глаза в глубокой задумчивости. Затем ребенок снова открыл глаза и заметил: «Я знаю, что случилось. Это перо Кунпен гораздо сложнее усовершенствовать, чем я ожидал. Мы добавили его в крылья, но сила ветра связана с небесными законами мира, внутри не была полностью захвачены. Вот почему они обладают только силой копии духовного сокровища и даже близко не похожи на божественное духовное сокровище. Тогда как мне захватить эту силу?» Холодным голосом спросил Хань Ли. «Если ты хочешь активировать силу, тебе придется либо переключиться на искусство культивации ветреного элемента, что ты должен сделать с твоим нынешним уровнем культивации, либо найти высочайший духовный камень ветреного элемента», ответил ребенок. «Изменить искусство культивации или найти высочайший духовный камень ветреного элемента я не могу сделать ни то, ни другое», ответил Хань Ли. «Тогда я ничем не могу помочь. Возможно, есть и другие способы, но нет никакого способа, чтобы эти техники сработали здесь, в человеческом мире, поэтому для меня было бы пустой тратой времени на их изучение», сказал маленький ребенок. Значит, ты говоришь, что техника усовершенствования была верна, но твои прогнозы оказались неверны», обвинил Хань Ли. Это действительно так», ребенок, казалось, смутился. В глазах Хань Ли вспыхнул свет, и он сказал, слегка смягчившись в лице: «Пусть будет так. Я уже удовлетворен способностью грозовых крыльев одновременно активировать силы ветра и молнии. Если они и должны были стать настолько сильными, насколько ты говорил, что я все равно не смог бы справиться с ними с моим текущим уровнем мощности». Услышав это, маленький ребенок замялся, и в его глазах появилось подозрение. С точки зрения основы культивации, этот человек не мог сравниться с ним. Однако он знал, что этот человек был не из тех людей, которые так любезно приняли неточность сказанных ему слов. Ребенок какое-то время смотрел на Хань Ли, а затем заговорил: «Если у тебя есть какие-то условия, то просто назови их. Я могу рассмотреть возможность сделать тебе одолжение или два, чтобы восполнить эту ошибку в суждении. Поскольку ты сам предложил это, остается только принять твое предложение», с улыбкой ответил Хань Ли. Маленький ребенок закатил глаза, услышав это. Хань Ли похлопал по сумке для хранения, и изнутри появилась вспышка лазурного света. После того, как свет отступил, перед Хань Ли появилось несколько странных предметов. Там был кусок прозрачного клеевого вещества размером с кулак, 3 блестящих черных кристалла, один из которых был большим, в то время как 2 других были меньше, черно-белая бусина и черное глазное яблоко размером с большой палец. Хань Ли указал на эти предметы и сказал: «Все эти материалы — это те вещи, которые я получил, но не могу определить, как их можно применять для практического использования. Ты из более высокого царства, поэтому ты должен быть более знающим и опытным, чем я. Я надеялся, что ты мог бы кое-что объяснить мне. Где ты взял все эти материалы? Некоторые на самом деле не настолько примечательны, но эти 2 довольно редки даже в мире духов». С удивлением на лице ребенок сымитировал хватательное движение, и 2 объекта немедленно полетели к нему.
Глава 1180. Огненные духовные нити и глаз разрушения. Хань Ли повернулся и увидел, что внимание бесконечного небесного зверя обращено на прозрачное вещество и угольно-черное глазное яблоко. «Ты знаешь, что это? Пожалуйста, расскажи мне, как ты получил эти два предмета, господин даосист Хань». Ребенок повернулся к Хань Ли с недоумением в глазах. «Один из них я нашел в огненном котле, который горел в течение неопределенного количества лет, а другой, третий глаз трехглазого демонического зверя», — ответил Хань Ли. «Это имеет смысл». Все так, как я и думал, ребенок кивнул, словно ждал такого ответа. Сначала он поднял шар прозрачного вещества и представил, эта вещь из этого огненного котла известна как огненные духовные нити, и они являются исключительным материалом для улучшения доспехов огненного элемента, которые довольно редки даже в мире духов. Их истинная форма — еще более редкая форма иньской руды, и если ее постоянно нагревали и плавили палящим пламенем, она превращалась в этот тип вещества. Огненные духовные нити. Хань Ли посмотрел на прозрачное вещество в руках ребенка, и на его лице появилось своеобразное выражение. Он первый раз слышал об этом веществе, но, как бы он на него ни смотрел, оно совсем не напоминало нити. Затем ребенок изменился в лице и сказал, это не окончательная форма огненных духовных нитей. Нужен культиватор с огненным искусством культивации, чтобы усовершенствовать это вещество до нитей. Хе-хе, это за пределами твоих возможностей. Огненные духовные нити сами по себе являются редким сокровищем, и их можно использовать как материал или переработать непосредственно в оружие. Если ты превратишь их в оружие, их силы не будут уступать обычному летающему мечу. Однако, что довольно странно, так это то, что этот тип огненных духовных нитей должен быть бледно-синего цвета, но твои полупрозрачные. Кажется, они немного отличаются от того, как я их запомнил. Внезапно в голове Хань Ли мелькнула мысль, и он спросил, ясно. Сколько времени обычно требуется, чтобы в огне сформировалось это вещество? Причина, по которой этот материал встречается довольно редко, заключается именно в том, что для его формирования требуется много времени. Как минимум, это займет более 100 лет, а самое большее — даже несколько веков. Как правило, чем дольше, тем меньше масса материала, тем выше частота, объяснил маленький ребенок. Понятно. Вспышка просветления появилась в глазах Хань Ли. Что? Ты что-то задумал? Маленький ребенок с любопытством посмотрел на Хань Ли. Ничего особенного. Расскажи мне о другом. Хань Ли улыбнулся, но ничего не открыл, сосредоточив внимание на глазном яблоке. Выражение лица ребенка слегка помрачнело, но он решил не вдаваться в подробности. Вместо этого он посмотрел на черное глазное яблоко и сказал, это глазное яблоко — необычайное сокровище, и даже я бы хотел заполучить его. Жаль, что только мое воплощение спустилось в этот мир, и элемент этого сокровища для меня не подходит. Если бы я культивировал его, выгоды, которые я бы получил, были бы ограничены, но это могло бы повредить моему духовному чутью. Неужели это глазное яблоко такое мощное? Хань Ли замялся, услышав слова ребенка, и на его лице появилось скептическое выражение. Когда он убил трехглазого демонического зверя, он почувствовал, что это глазное яблоко действительно особенное. Однако он не думал, что это было настолько важным сокровищем, каким его провозглашал бесконечный небесный зверь. Да что ты знаешь? Ты слышал о небесных истинных духах, таких как драконы и целины, верно? Конечно, я слышал о них. Эти небесные духовные звери давно исчезли из человеческого мира, но истории о них живы по сей день. Это глазное яблоко как-то связано с ними. Хань Ли был очень удивлен, услышав это. Маленький ребенок объяснил с серьезным выражением, нет, но это достаточно близко к ним. Это третий глаз зверя Цили, заклятого врага драконов, и этот глаз — широко известный глаз разрушения в нашем мире духов. У этого зверя 3 головы и 5 хвостов, и на его центральной голове всего один глаз, который является глазом разрушения. Говорят, что зверь Цили никогда не открывает этот глаз в обычных случаях, но как только он это сделает, он становится способным разрывать пространство и убивать врагов с помощью одних лишь сил глаза. Конечно, сам по себе этот глаз не настолько мощный. Однако, если его культивировать, используя секретную технику, его можно использовать для раскрытия некоторых странных способностей, как для атаки, так и для обнаружения большинства иллюзорных техник. Даже техники движения и телепортации не могут избежать отслеживающих способностей этого глаза. Вот почему некоторые культиваторы, специализирующиеся на таких техниках, как техника небесного глаза, считают это глазное яблоко почитаемым сокровищем и пойдет на все, чтобы заполучить его. Услышав это, Хань Ли резко вздохнул. Он тупо уставился на глазное яблоко в руке маленького ребенка и на мгновение потерял дар речи.
Если бы это был настоящий глаз разрушения чудовища Цили, тогда его ценность была бы практически равнозначной золотому нефритовому тому. Однако, этот глаз разрушения не выглядит очень чистым. Похоже, злобный демонический зверь, которого ты убил, был не настоящим зверем Цили, а всего лишь духовным зверем, унаследовавшим часть родословной зверя Цили. Кроме того, похоже, что ты извлек глазное яблоко до того, как у него появилась возможность полностью созреть. «Хе-хе, не знаю, плакать тебе или смеяться», — вздохнул маленький ребенок, качая головой. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Ханли. «Все очень просто. Если бы это было глазное яблоко зрелого зверя Цили, то, естественно, было бы невозможно, чтобы кто-то с твоим уровнем культивации мог его культивировать. Однако, учитывая, что это не полностью зрелый глаз, ты можешь попытаться его культивировать, но глаз разрушения, которого ты достигнешь, культивируя его, не будет столь же сильным. Кроме того, этот глаз не является глазом настоящего зверя Цили, поэтому способности, которые ты получишь от его культивации, также будут немного отличаться от способностей истинного глаза разрушения, серьезно объяснил ребенок. Значит, ты говоришь, что способности этого глаза будут намного хуже, чем способности истинного глаза разрушения? Спросил Ханли. Обычно так, но бывают и исключения. Помнится, что жестокий небесный демонический король 9 духовных гор мира духов, казалось, унаследовали часть родословной огненного целиня, и его способности использования истинного огня были довольно пугающими даже для истинного огненного целиня. Однако эти случаи крайне редки, но если я правильно помню, ты, похоже, планируешь проникнуть в мир духов через пространственный узел. В этом случае ты должен культивировать этот глаз разрушения, с легкой улыбкой сказал ребенок. Почему это? Ханли удивленно поднял брови. Он задал вопрос бесконечному небесному зверю о пространственных узлах давным-давно, но, к сожалению, тогда зверь только спустился в человеческий мир, так что он знал очень мало информации об этом. Тем не менее, он внезапно сам поднял эту тему, и Ханли был немного озадачен. Чудовище Цили не может принудительно перемещаться через пространственные узлы в другие миры, в отличие от Кунпена или зверя Ломянь, но у него есть способности, которые могут ослабить границу между мирами. Насколько эта граница будет ослаблена, естественно, зависит от силы этого глаза, спокойно ответил маленький ребенок. Этот глаз на самом деле обладает такой способностью. Ханли был очень заинтересован способностью глаза. Хе-хе. Как только ты культивируешь этот глаз, ты, естественно, узнаешь, может ли он дать тебе эту способность или нет. Зачем мне тебе врать? Маленький ребенок усмехнулся. Услышав это, Ханли глубоко задумался. Ребенок просто улыбнулся и продолжил осматривать два предмета в своих руках, пока Ханли размышлял над этим вопросом. Когда Ханли поднял голову, он уже успел собраться с мыслями и спросил: «Забудь пока об этих предметах, ты узнаешь два других материала». Казалось, что он полностью отбросил вопрос о глазе разрушения. В глазах маленького ребенка мелькнуло удивление при виде этого, но он все еще ответил: «Эти три кристалла — это кристаллы разделения мечты. Они заслуживают внимания, но их можно использовать только для усовершенствования сокровищ, которые могут раскрыть иллюзорные техники, так что они не очень полезны для таких культиваторов, как мы». Однако я слышал о секте небесной иллюзии в мире духов, которая когда-то предлагала астрономические цены за покупку этих кристаллов, но быстро отменила этот заказ по неизвестной причине. Что касается того, может ли этот кристалл служить какой-то другой цели, это мне неизвестно. В конце концов, эти кристаллы довольно редкие, поэтому об их использовании мало что известно. Что касается этого черно-белого демонического ядра, я вообще не знаю, что это. Однако его элементы кажутся совершенно особенными. Ты можешь описать демона, которому оно принадлежало. Внешность этого демонического зверя был очень странной. Ханли невольно нахмурился, вспоминая демонического зверя, которого он убил на озере в долине падения демонов и напоминал кучу гнилой плоти. Услышав рассказ Ханли, маленький ребенок немного подумал, а затем покачал головой. Я никогда не слышал о таких демонических зверях. Могу только предположить, что это какой-то мутированный зверь. Судя по твоему описанию, зверь был не очень силен, поэтому его демонического ядро, скорее всего, тоже не очень полезно, проанализировал маленький ребенок. Но способность этого демонического зверя скрывать свою ауру очень интересна. Возможно, это демоническое ядро можно использовать для усовершенствования инструментов, размышлял Ханли. Он сымитировал хватательное движение, и черно-белое демоническое ядро мгновенно влетело в его руку. Повертев его в руке какое-то время, из ядра стали выходить пучки черно-белой ци, но между двумя типами ци было четкое разделение, что создавало довольно резкий контраст. Маленький ребенок повернулся к Хань Ли и, немного поколебавшись, предложил: «В качестве компенсации за мою ошибку в суждениях относительно твоих грозовых крыльев я могу предоставить тебе техники для усовершенствования огненных духовных нитей и глаза разрушения. Однако, захочешь ли ты усовершенствовать их и сможешь ли ты преуспеть в этом, полностью зависит от тебя».
Что скажешь? Хорошо, так и сделаем. Хань Ли принял предложение без каких-либо колебаний, словно ожидал этого. Маленький ребенок на мгновение замялся при виде этого, и на его лице появилось слегка мрачное выражение, когда тело покачнулось и исчезло. Два предмета в его руках, естественно, упали на землю. Однако Хань Ли протянул руку и схватил прозрачное вещество и черное глазное яблоко, прежде чем они смогли упасть очень далеко. Почти в тот же самый момент бесконечный небесный зверь начал передачу голоса, и содержание передачи голоса было ничем иным, как техниками усовершенствования этих двух предметов. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он немедленно сел с закрытыми глазами, сосредоточившись на передаче голоса. Полдня спустя несколько управляющих стадий заложения основ были собраны в павильоне у подножия горы в секте дрейфующих облаков. Они сортировали груду материалов в сумки для хранения, когда полоса красного света внезапно влетела в павильон. Красный свет закружил в воздухе, а затем приземлился в руке одного из культиваторов в синих одеждах. Красный свет превратился в огненный шар, из которого выпали нефритовая пластинка и талисман. Управляющий в синем одеянии поймал два предмета, и при более внимательном рассмотрении талисмана резко изменился в лице, торопливо протянув руки к огненному шару. Спустя несколько мгновений огненный шар исчез во вспышке, но выражение лица культиватора в синей мантии стало только более серьезным.